Здорово всем, с вами Миша Выплюшка, и это канал бывшего осужденного. И сегодня я продолжаю вам рассказывать историю своей жизни, историю человека, который с ранних лет попал в мир криминала, много лет провел в местах лишения свободы. Для тех, кто впервые на моем канале, сидеть я начал с 16 лет, 4 срока, 12 лет было отдано зонам и лагерям, чем я не горжусь. Своими роликами и каналом я хочу вам показать, как делать не надо, чтобы вы не совершили моих ошибок. Просто рассказываю вам свою жизнь, возможно, кому-то пригодится этот опыт, чтобы вы понимали, как поступать в той или иной ситуации, либо не поступать. Видео не несет никакой пропаганды и агитации, я за спокойную, мирную жизнь на свободе. Все, ребят, давайте начинаем. Долго не было роликов по биографии, 2 недели, я знаю, вам нравится. Кстати, не забывайте обязательно ставить палец вверх, подписываться на канал и писать свое мнение в комментариях после услышанного, после рассказанного мной в роликах. Я знаю, что я, когда говорю и рассказываю то, что я делал, это очень плохие, страшные вещи. В общем, выскажите свое мнение по поводу того, каким был я раньше человеком, насколько плохим в ваших, например, глазах. А мы, так сказать, начинаем. Последний раз, я помню, рассказывал, остановился на том месте, что, в общем, я отсидел первый срок, освободился, попробовал как-то устроиться на работу, наладить свою жизнь, попал опять, закрутилось, завертелось, в общем, опять начал мутить бабки и оказался в розыске. Оказался в розыске, поскрывался некоторое время. Это так, мы предыдущие серии отматываем. Поскрывался некоторое время и потом, в общем, приехал домой, зная, что меня все равно поймают и сидеть все равно придется. И, так сказать, за мной, собственно, и приехали через какое-то время, через 2 недели, если быть точным. И этот выпуск будет о том, как я опять, второй срок, то есть как я опять попал в СИЗО, и что со мной происходило. Пока не забыл, ребят, на Новый год, 31 декабря, я проведу розыгрыш нард. Если кто не знает, есть отличные нарды ручной работы. В роликах я их периодически показывал, рекламировал. Для того, чтобы поучаствовать в этом конкурсе, ребят, смотрите видеоинструкцию по ссылке в описании, либо нажмите на, вот здесь вот сейчас подсказочка выскочит, на нее нажмите, потом запомните время, в какое она выскочила, и, в общем, там посмотрите. Все, начинаем. Итак, ничего нового, я опять оказался на 5-м СИЗО города Москвы. Его еще именуют Водник, такое название, потому как он находится на метро Водный стадион. Там есть и малолетка, кстати. Что он из себя представляет? Он представляет 2 корпуса, старый и новый. В старом корпусе обычные камеры для взрослых сидельцев, да, скажем так. А новый корпус, там сидят малолетки, и там еще платные хаты для коммерсов. В общем, он такой изолированный от старого корпуса. Я, естественно, попал на старый корпус. В то время как раз сидели все вместе, то есть люди, которые неоднократно судимы, и люди, которые впервые попали в места лишения свободы. Потом в конце 2009 года люди, скажем так, в погонах, в верхах там решили, что надо отделять первоходов от тех, кто, скажем так, бывалые зэки, чтобы они, не учили, да, там старые арестанты поймут, да, тоси-боси, чтобы старые арестанты не учили тех, кто впервые попал в зоны, в тюрьму, потому как, на самом деле, это имеет смысл. Там как очень много людей, которые случайно попадают в тюрьму, там, не знаю, не то, что прям случайно, не то, что невиновны, нет, невиновных людей я там не видел, может быть, они и есть, но мне за 12 лет как-то они не попадались. Но, тем не менее, кто по случайности за какое-то, грубо говоря, какое-то хулиганство, да, назовем это так, кто туда попал, все-таки их достаточно много. И чтобы, скажем, все старые арестанты им не вправляли мозги, чтобы не учили их правильно жить,
В общем, старых арестантов решили отделить от тех, кто впервые попал, вот, и чтобы у них было больше возможности думать об исправлении, а не о жизни в тюрьме, которую там пропагандируют и навязывают вот, сидельцы матерые. Так, об этом потом. Тогда, в то время, в общем, я заехал в хату 317-ю. Вот. На втором канале, кстати, ребят, у меня тоже выходит биография. Здесь основная сюжетная линия. Там какие-то истории по типу, как вот есть на этом канале история, как я спас петуха, например, в зоне, да, либо там история там про первый секс после освобождения. Это выходит на втором канале. Такие вот истории, заслуживающие внимания. Здесь основная сюжетка. Кстати, там же на втором канале сейчас выходят стримы по GTA 5 RP. Меня затянула эта игра. Мы играем вместе с подписчиками канала. Уже там 2 человека есть на сервере. Сервер Rainbow называется. Заходите, подписывайтесь, ставьте оповещения. Ну, я в соцсетях обычно говорю всегда, когда играю. Это круто, это здорово, ребят, залетайте. Итак, попал я в хату 317-ю. Там она считалась как бы, ну, сидели все вместе, но были такие хаты, типа строгой она считалась, строгой, то есть, типа, больше там было тех, кто неоднократно сидит, чем те, кто впервые оказался. В общем, как-то не сортировали в то время, да, но что-то такое уже начинало начинаться. Вот, и, в общем, попал я туда, зашел, как бы, ну, все, у меня статья нормальная. Все как обычно, там, здорово-здорово. Вот, за что там, типа, вот там, хату, не хату там отработал. Вот. Там, в общем, практически все были домушники. В общем, те, кто сидели, там, пацаны, там были все домушники. Вот, я там сдружился с пацаном с Твери, с Пашкой. Вот, он там был там рядом со смотрягой. Вот, в общем, все, они меня там все, так сказать, приняли. Не скажу, что я, ребят, я всегда был где-то около рядом, да, я не был прям каким-то авторитетом, как говорится, знаете, я всю жизнь с братвой, то на чердаке, то в багажнике, вот, в общем, я так около плавающий, да, но это, и как бы, не скажу, что я прям стремился там, как-то вот так получалось, ребят. В общем, и все, я как бы себя нормально чухаю. После там какого-то определенного времени тот, кто там смотряга за тюрьмой, Пашу этого затянул к себе в хату, потому что Паша там был такой непростой пацан с Твери, вот, у них там общий знакомый, короче, такой бандос какой-то. Вот, после этого что, не знаю, я там просидел где-то, недолго я просидел месяца 3 в этой хате. В принципе, ничего там не могу сказать, что там что-то было из ряда вон выходящее. Бухали самогонку. Некоторых людей там запомнил, там вот, все тоже, опять же, около братвы, которые крутящиеся такие были. Я не знаю, как вам объяснить. В общем, есть такое понятие. Вот есть, допустим, блатные, да, в камере или там в отряде, да. И есть те, кто как бы рядом с ними, но вот там общаются, как бы, вот этот блаткомитет, он общается как бы не со всеми. Он их себе подпускает, определенный круг людей, не обязательно с ними там какие-то дела общие иметь, еще что-то. Вот. Но чтобы с ними общаться, ты должен определенное уважение иметь. И есть такое вот понятие, как деловой мужик. Вот. Типа ты мужиком живешь, да, ты там не в блаткомитете, ничего. Вот. Но ты как бы такой из себя что-то представляешь, то есть тут такой мужик. Вот. Есть простой, допустим, мужик, да, я живу мужиком там, да, вот, сижу там на заводе, блядь, на промзоне работаю, как бы вот мне лишь бы освободиться. Нет, а есть мужик такой, он как бы тоже на свободе, преступник, он знает людей, но как бы он вот около футбольщик, офник. Вот, короче, я надеюсь, вы понимаете, да, о чем я говорю. И, в общем, я вот, можно сказать, таким был, как бы я общался со всеми там, видите, такой, шпана типа, да, но даже не знаю, что, в принципе, еще-то вам сказать по этому поводу, не буду долго развозить, в общем, вот так, рядом терся постоянно я. Запомнил, там еще вот несколько пацанов было, блин, там они торчали, на самом деле, жопа как, потому что у нас сидел зеленоградский барыга, вот, и он каждый раз, когда ездил на суд,
ну или наследственные действия, он привозил с собой очень много кайфа. Там, кстати, такая история была, как я чуть не начал колоться. Вот. Но я, наверное, расскажу ее на втором канале, ребят. Это будет такая замануха. Подписывайтесь, ребят, на второй канал. На второй канал. Короче, это не суть важно. Это реальная история, ее долго рассказывать, этот ролик будет час идти. Итак, в общем, дали мне в итоге 3 года за эту квартирную кражу. И я как бы не стал даже писать ни кассационную жалобу, ну вот она раньше, сейчас апелляция называется, раньше она называлась кассационная жалоба, касатка. Вот. Я не стал ничего писать, потому что ну, я перед этим как бы вот первый срок освобождался по УДО. Думаю, 3 дали, как бы, ну и хрен с ним, в принципе. Ну, а статья была от 2 до 7. Я думаю, 3 норм. Ну и все. И, короче, спускают меня в хату, где люди ждут этапа, она называется так, она, по-моему, так и называется, этапка. В общем, то есть тебя, когда осудили, приговор вступил через 10 дней в законную силу, тебя туда отправляют, и там со всех хат, короче, народ сидит, и вы ждете там этапа. В общем, я там с типом с одним познакомился, он какой-то тоже, они что-то хлопнули здесь, молодой пацан, он первый раз сидел, ему дали сразу 15 лет за раз. Вот, с первохода. Что-то они хлопнули, ну, такое, что-то серьезное. Вот, я еще помню, у него налички, тогда наличка в зонах, в тюрьмах ходила, как бы все решалось за наличные бабки, никаких там электронных денег, ничего не было. Вот. И у него были прям, я помню, туда прям пачки денег, он мне, я говорю, ни хрена себе, сколько у тебя лавейх. А я бедолага такой, бомж. Вот, и он мне такой говорит, что, хочешь, я подкину? Я говорю, конечно, хочу. Вот. Я думаю, в зону приеду, себе трубу куплю. И он мне дал сколько-то, ну, не помню сколько, ну, короче, нормально дал. Вот, и, в общем, все, я еду на этап, и еду я в Рязань, понимаете, чисто случайно. У меня прописка московская, но для тех, кто смотрит биографию, знает, что я родом сам из Рязани. И первый срок, когда я сидел, у меня были дела уголовные в Рязани. То есть я сидел на СИЗО в Рязани. Потом меня на раскрутку вывезли в Москву, и так как прописка московская, а москвичей везут по всей России сидеть, меня отвезли в Брянск, то есть обратно я в Рязань не вернулся. И тут волей судьбы меня везут, а дают мне, так сказать, опять общего режима, потому как, ну, первая судимость была по малолетке, там, короче, как, не знаю, считается, не считается, короче, мне опять дают общего режима. Вот, и я еду, короче, в Рязань, я понимаю, что, ну, в Рязани 2 зоны общего режима. И в обоих зонах, короче, ну, я знаю всех. И знаю всех там, и весь Блаткомитет, короче, знаю и тех, кто рядом, как бы. Ну, все, я еду к себе, грубо говоря, на родину. Приезжаем мы в хату, я не помню в какую, там минус 1-й этаж, цокольный. В общем, там осужденка. То есть там сидят осужденные вот с этой тюрьмы рязанской, да, и вот транзитом, кто проезжает на рязанские зоны, там из Москвы едет. Блин, тюрьмы тогда были вообще очень жестко переполненные. И в этой транзитке, в этой осужденке нас было 50 человек, а камера на 20 человек. Давайте, можете писать там, чтобы я, хватит ныть, там ты заколебал, там вас вообще надо там всех было закинуть, там не 50 человек, 70, 100, чтобы вы там все сдохли, задохнулись. Пишите, пишите, я не против, ребят, выплескивайте свои эмоции. Вот. Кто хороший, пишет комментарий, кстати, ходят слухи, что Миша Выплюшка их лайкает. Если вы понимаете, о чем я. Итак, в общем, я захожу туда и вижу там за хатой смотряга был из братвы рязанской, ну, из одной из группировок. Я к нему подошел, там что-то пообщались, а он видит, что этап московский. Я ему говорю, я вот так и так здесь просидел там прошлым сроком. А он говорит, а в какой хате? Я говорю, ну, вот то-это знаю, там, блин, прикиньте, смотряга за этой хатой еще до сих пор сидел. То есть я отсидел 1,5 года на рязанской тюрьме, он еще сидел, он, вернее, уже сидел. Потом я поехал в Москву, мне добавили срок, я посидел в Брянске, освободился, 1 год и 8 месяцев побыл на свободе, 3 месяца меня судили, я приехал на рязанскую тюрьму, а человек, с которым я сидел первым сроком на взросляке в Рязани, еще сидит. Представляете, еще судится. Но это по ОПГ. Там очень много сидел ребята, пацанов по ОПГ в то время. Рязанской, Слоновской, Рапецкой, короче, Осокинской.
Я, о, ничего себе. Ну, короче, созвонились там туда-сюда, ну и все, как бы, все, всегда у меня везде все нормально. Мак, кстати, здесь почему? Я не знаю. Мне кажется, просто он гармонично смотрится рядом с елкой. Ребят, кстати, всех с наступающим. Но вообще это один из моих любимых блогеров. Вот, чисто ответ на ваш вопрос. То, что он по-любому у вас появился. Ну все, и два варианта, как бы, ну, куда я поеду, либо Стенькино, либо Центральный. Вот. И думаю, я говорю, дайте типа цифры там Стенькина. Звоню на Стенькино там пацанам. Вот. На Стенькино я меньше пацанов как бы знал, чем на Центральном. Я говорю, как у вас на Стенькино? Он говорит, все отлично, все замечательно. Ну, мне и смотряк Захат сказал, ну, на Стенькино все ровно, все четко. Центральный уже начинают ломать. Я, думаю, ну ладно. Звоню на Центральный, думаю, ну раз связь есть, все нормально. А там все пацаны, с кем я на малолетке сидел, кого даже по воле там как бы знал. Как оказалось, там, не будем забегать вперед, короче, вот, чтобы было интересно. Ну, звоню пацанам, говорят, да не, у нас тут как бы все ровно. Единственное, что когда на приемке менты немного кошмарят, но они больше жути гонят, они как бы, ну, прессовать особо не будут. Я говорю, ну ладно, что, жути гонят. Понимаете, в чем дело? Там как бы зона режимная, то есть она не совсем как бы черная, где власть только зэков, и она не совсем красная, где власть только администрации, да, она как бы 50 на 50 была в тот момент. А до этого я сидел в Брянске, там очень черная зона. Вот. И я как бы думаю, ну ладно, жути гонят. И мы приезжаем. Я понял уже, что как бы не очень хорошо мы едем. Потому как когда мы ехали, мы у конвоира спросили, типа, начальник, сколько время? Он сидит, молчит, и ему там кто-то говорит, там, типа, командир, тебе что там, типа, время сложно сказать? Он говорит, вот когда человеком станешь, тогда и скажу тебе время. Ему там этот чел говорит, который спрашивал время, говорит, а что мы типа не люди? Он говорит, нет, вы сейчас не люди, вы зэки. Я думаю, так, интересно, хорошо, начало хорошее. В общем, приезжаем туда, все, выпрыгиваем с воронка и начинается. Я думаю, ничего себе, собаки, дубинки, бегом, да, сели, встали. Сидим, короче, на картах. У меня сразу забрали, у меня кольцо было, спаси и сохрани, которое в СИЗО у меня не забирали, кстати. Вообще, вот крестик у меня серебряный, его не забирали. Один раз хотели у меня забрать его, ну, вот, по-моему, 3-м сроком. Я его сказал, что я его сожру. Они мне поверили, потому что перед этим я сожрал обручальное кольцо. Но к этому мы еще вернемся. В общем, крест со мной прошел вообще все срока. И забрали кольцо, там, и там, в общем, надо было бежать нам до карантина, ну, до двориков, где будут нас обыскивать. Это прогулочные дворики для тех, кто сидит в ШИЗО, там, в буре, в общем, ну, в изоляторах. И такие встали, короче, взяли вещи, бегом побежали. И, ну, а до этого, как бы, ну, то, что происходило, ну, думаю, ну, блин, ну, жестковато, но, в принципе, ничего такого ужасного-то нет. И вспоминаю слова пацанов, типа, ну, вот больше жути гонят. И я бегу, и я бежал самый первый. Вот. А еще прикол такой вообще, мы когда ехали, ну, пацаны-то, я как бы второй срок уже сижу, а пацаны были те, которые первоходы, и которые немножко не понимают, что вообще такое тюрьма. Они еще сидели только в Москве на Централе, а Централы, ну, СИЗО всю жизнь, всю дорогу в Москве были черные, то есть там все блатные и так далее. Но пока ты доезжаешь до другой командировки, да, там оказывается, что не все так гладко в этом мире за колючей проволокой. В общем, и многие как бы, ну, потом только понимают, куда они попали, что вообще такое тюрьма. А там как бы ничего не понимают. Вот. И, в общем, там были пацаны такие, они говорят, слушай, а ты такой, говорит, вроде здравый. Давай, говорит, ты у нас будешь смотрящий за карантином. Я ему сижу, я говорю, слушай, ты так не говори. Я говорю, какой смотрящий за карантином? Смотрящий за карантином, он приходит, как бы, ну, он сидит в зоне. Вот, он уже там, сколько-то там его назначили, те, кто в зоне сидят, он к нам придет, если он есть. Вот, он говорит, типа, ну а ты будешь, типа, ну, внутри такой, среди нас. Я говорю, нет, не говори этого. И хорошо, что там, не знаю, никто об этом не услышал, потому что менты принимали жестко. В общем, говорят, там они, все, бегите, короче, до вот этого, до двориков на шмон, на обыск. И я встаю и начинаю бежать, и я бегу первый. И там кто-то кричит, там, вдалеке стоят менты, вот, мы бежим, получается, навстречу ментам, вот они вот возле этого изолятора стоят, там, и там кричат, Владимирович, встречай!
И он разворачивается, короче, дубинал выхватывает вот так, а я, напоминаю, бегу самый первый в этот момент. И он такой смотрит на меня с этой дубинкой. Голову ниже! Ну, а я, понимаете, я бегу и такой, и улыбаюсь. Вот. С улыбкой я бегу, потому как мне ребята сказали, что как бы здесь просто гонит жути. Здесь как бы просто кошмарит. И я бегу как, ну, таким, знаете, спортивным шагом как бы иду. Вот, и когда я мимо него как бы так вот прохожу и улыбаюсь, мне прям как дубиной прям вот по шее сзади. Голову ниже, я сказал, бегом. Бам! Короче, у меня все сразу. Ну, это больно, ребят. Поверьте мне, дубинкой очень больно даже по ногам или там по заднице. По шее или там по голове. Это просто вообще жить. Ну, это палка резиновая, ну, огромная палка. Короче, я упал, сумка там, короче, все улетело. Меня пацаны поднимают, я думал, там мне добивают. Я все потерялся, короче. Я за голову хватаюсь, мне давай, Серый. Короче, они испугались настолько, да, там увидели меня, только одного ударили, получается, насколько я помню. Может, кому-то еще там по заднице прилетело. В общем, они вот меня схватили, и мы бежим, и мы пробежали этот поворот, нам надо было поворачивать на вот этот, на шмон там, да, в эти дворики. Мы пробежали его мимо, менты сзади орут, да куда стоять? Стоять, мы сказали, там, типа, мы там остановились, там гололед, мы все попадали, разбились, короче, клоунад. Все, мы садимся, ну, все, мы в этом, возле двориков сидим на корточках. И подходит начальник безопасности. Они там такие были, ну, самая крутая структура. Там есть вот начальники оперчасти есть, они там занимаются, ну, как-нибудь расскажу вообще, чем кто занимается. В общем, опера, они занимаются, ну, оперчасти, которые в зоне находятся, они в основном занимаются решением каких-нибудь вопросов. Когда у человека проблемы, там, карточный долг, что-то еще. В общем, там стукачи у них, кумовья их называют еще, в общем, оперов. Вот. А есть отдел безопасности, обычно они в зонах как бы особо ничего не решают, там, ну, занимаются всякой фигней. Допустим, надо тебе подписать, там, хочешь ты плеер, да, там иметь, он тебе по закону положен, но тебе надо разрешение от службы безопасности, когда он придет, они его проверят, короче, ну, вот такой фигней занимаются. Но в этой зоне было не так, там рулили службы безопасности, опера вообще там ничего не решали, они письма выдавали заказные, короче, их вообще было не видать. И, в общем, подходит начальник безопасности, мы все сидим вот так вот, руки за голову, и он к каждому из нас подходит, вот так вот берет за шкирбок и говорит, ты кем живешь? И я вам отвечаю, там все сказали мужиком, там никто не сказал, там я стремяга. Но я-то ладно, я как бы, ну, я определился уже давно, я всегда, ну, я вот уже на тот момент знал еще первым сроком, кем как бы я живу. Ни одного не нашлось, кто сказал, там, не дай бог, там, я блатной, там, или там, что-то я там стремящийся, или бродяга какой-нибудь. Нет, там все, там, я мужик, там все. Даже те, кто газовали, там, и я сидел, смотрел, думал, ну ладно, сейчас приедем, посмотрим, как вы себя будете вести, потому что я видел, как при малейшем вообще прессе, даже в черной зоне, психологический пресс все равно менты как бы оказывают небольшой, люди начинают пугаться. Газовали, а начинает пугаться. Вот. И я знал, что это как бы будет, и тем более мне сказали, что там жестче все-таки. Вот. Вот он подходил к нам, каждому спрашивал, а потом такой говорит, смотрите, говорит, крысы, узнаю, что хоть кто-то из вас там типа блатует, блатовать будет, короче. Все, говорит, типа, секир башка. Дальше мы, короче, заходим в прогулочные дворики, и мы встаем, руки там на ширине плеч, ноги на ширине плеч, руки вверх и выворачивать ладони, то есть ладонями наружу, вот так вот, а лицом к стене. И мы стоим, со мной пацан был, Саня, Жук, Лоховицкий, смотришь меня, привет тебе. Ну, мы общаемся, он меня увидел через этот канал, хороший парняга. Вот, и он вообще туда по блату попал, короче. Попал туда по блату на этот этап в Рязани. Я ему потом говорю, походу ты не туда, короче, билет выбрался. И вот стоим, мерзнем, блин, замерзли все. Как хрен знает кто. И спустя минут 10, это зима, декабрь был. Спустя минут 10 слышу, сзади кто-то заходит. И тут такое ну здорово. Я завхоз карантина, если что. С козами здесь надо дружить, потому что власти у нас много. И следом заходят менты и начинают нам, короче, пропихивать вот эту вот 106-ю подписать. Кстати, у моего товарища Станислава Андреевича есть на канале ролик, что такое 106-я.
Правда, он, знаете, я вот лично считаю, братан, если ты смотришь, ты не до конца его прямо разжевал, вот эту, что такое 106-я статья. Я как-нибудь тоже выскажусь на эту тему. Вот, и, в общем, начинают там пропихивать 106-ю, но не бьют как бы ничего, ну так, на лоха. Типа, ну, у тебя вот есть же кроссовки, да, с собой, вот ты привез в СИЗО, ты будешь спортом заниматься? Ты такой, там, ну да, ты же не хочешь, чтобы у тебя их забрали, отшмонали. Ты говоришь, ну да. Говорит, ну подпиши, что в секции спортивной будешь состоять. Вот такую фигню пропихивали. Но там жути как бы, ну реально больше жути гнали, но все равно как бы можно было выхватить. Вот. Но по сравнению с тем, что потом, когда начали ломать зону, что творили, с теми этапами, которые приезжали, в принципе, можно сказать, что ничего там как бы страшного не было. Вот. Но после этого нас посадили в карантин. Вот, там опять для тех, кто как бы не успел подписать 106-ю, там, да, либо там кого невозможно было закошмарить на эту 106-ю, все равно красные нас дергали за вхоз, там было еще 2 дневальных, приходили менты туда, ну, то есть мы там, нас туда завели, нас там шмонали. Вот, то есть нас прошмонали и в карантин. И пока тебя шмонают, тебе вот этот вопрос задают. А хочешь тебе костюм спортивный оставить? То есть, да, ты говоришь там, да не, он мне не нужен там, или там, все. И тебя вроде как бы типа оставляют на потом с этими 106-ми. Вот, все, нас в карантин погрузили. Там днем спать нельзя, там матрасы закатывают. Все, там нет никаких ни смотряк, ни блатных, никто там к нам не пришел, потому что раньше там были за карантином смотряги, а когда мы приехали, уже никого нету. Вот, и, в общем, ну, красные там начинают на нас там по одному наезжать, что-то дергают, иди, это, типа, ты сегодня дежурный, бери лопату, типа, и иди чисти снег в прогулочном дворике карантина. Вот, кто-то ходил, кто-то не ходил. Меня когда они вызвали, меня они не дергали, потому что я как бы им сказал, я говорю, типа, они там, ну, данные записывают, да, ну, то есть сначала, когда туда зашел, там данные твои записывают, и потом они уже смотрят, и, ну, пообщавшись с тобой, стоит тебя дергать вот все эти дни, сколько ты будешь находиться, стоит ли тебе вот эту вот психологическую там или, может быть, физическую ломку применять. Вот, когда я зашел, меня спрашивают, типа, там, ранее судим, сидел, я говорю, да, сидел. Они такие там, ну, вот, активисты записывают. И рядом опер сидел, опер звали Фунтик, у нас был такой опер. Он реально маленького роста, такой розовощекий. Вот, блин, тоже ведь посмотрит. Меня смотрят все вообще, кто со мной пересекался там. Вот. Короче, и спрашивают там, я говорю, ну вот там сидел, статья такая-то, такая-то. Они говорят, типа, родился, я говорю, в село Захарово, там, Рязанская область. Они там, ну ты, получается, типа местный, только с пропиской московской. Я говорю, ну вообще да, я говорю, как бы, ну я у себя дома. Он такой говорит, и завхоз, а завхоз был московский, по-моему, не московский, с Орехово-Зуево. Ну мы, говорит, типа все здесь дома. Я говорю, а я еще дома в доме. Я говорю, это... Ну и начинаю, я говорю, слушай, а что сейчас, типа, прям при менте, при опере говорю, я говорю, слушай, а что, нет смотрящего за карантином? Они такие говорят, нет, смотрящих сейчас тут это, вообще мало осталось, как бы. Ну, я сразу даю понять, что я при ментах, ну я же, короче, понимаю движуху вообще всю в зоне. Я говорю, а Захар, типа, где? Ну и начинаю называть, я говорю, а где Захар? Я знаю, что его знают, как бы, в зоне. Я говорю, а где Захар сейчас, под крышей или в зоне? Они такие, а ты его знаешь, типа? Я говорю, ну я же сказал, что я, типа, дома, что я, типа, местный. И они говорят, это, да, Захар, типа, на Титанике. Я говорю, а вот еще там пацаны, там, ну, тех того называю. Они смотрят, но они понимают, как бы, что, ну, и... Забегая вперед, скажу, у меня подельник по прошлому сроку, то есть я вот освободился, а пацан еще сидел, он в этой зоне был, ну, смотрящий за зоной. И они вкурили, как бы, ну, что к чему, и вот, и все, они больше меня не трогали. И даже там пытались как-то ко мне клини подбить, чтобы как-то со мной дружить. Вот. Но я ограничивался тем, что, как бы, ну, такой нейтралитет держал. Вот. Потом, не знаю, уже долго наговорил, ну, вкратце потом расскажу, как бы, что, ну, вкратце. Потом расскажу, как я в зоне этот срок мотал, топтал зону, вот. Расскажу вот про Артема. Он умер, кстати, год назад, царство ему небесное. Ну, на свободе. Вот, расскажу про пацанов, какими там делами занимались. Блин, там лютое время на самом деле было. Мы там, ну,
Расскажу про ломку, расскажу, как по итогу там как бы я перекрасил. За тех, кто не знает, да, я потом стал в актив ушел, в активисты, вот в красный, да. Можете это называть как хотите, мне сейчас на свободе абсолютно по барабану. Вот. Об этом расскажу, как эту зону сломали, как сломали там очень многих людей. Обо всем этом будет в следующем выпуске. А на этом мы заканчиваем, друзья мои. Всех обнимаю до хруста. Желаю вам всего самого доброго в этой жизни, ребят. Желаю вам никогда не узнать того, что узнал в свое время я. Не занимайтесь никакой фигней, не занимайтесь криминалом. Лучше слушайте меня, мотайте на ус и не совершайте моих ошибок. И еще огромное спасибо хотел бы сказать всем спонсорам канала, кто нажимает синенькую кнопочку «Спонсировать». Вот, вы мне очень помогаете, очень продвигаете меня по YouTube. YouTube ценит каналы, у которых есть спонсоры. Все, ребят, с вами был Миша Выплюшка.